Друзья, мира и здоровья всем! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня хочу предложить вам приготовить вкусные, ароматные, нежные ребрышки с овощами, запеченные в духовке. Поехали! Итак, вот такие вот у нас ребрышки, кило 400. Сейчас мы их зачистим от внутренней шкурки. Вот эту пленочку снимаем. Ребрышки у нас длинные, разделим их напополам. Так вот. Лишнее все срезаем. Сейчас мы ребрышки замаринуем. Оставляем их в сторону и будем делать маринад. Для приготовления маринада берем киви 4 штучки, измельчаем их. Отправляем их в емкость, где мы их будем измельчать. Теперь нарезаем лук. Также отправляем в емкость. Добавляю 1 головочку чеснока. Столовую ложку горчицы. Вливаю 80 грамм растительного масла. Добавляю 1,5 чайных ложки соли. Еще столовую ложку паприки, сладкого перца. Чайную ложку черного молотого перца, чайную ложку кориандра. И теперь все это пробиваем блендером. Теперь беру посуду, в которой буду мариновать ребрышки. Вот так вот их складываю. И заливаю маринадом. Замаринованные ребрышки закрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник на 3 часа. Можно отправлять на всю ночь. Так они даже лучше промаринуются. Но у нас экспресс-метод. Пока ребра маринуются, подготовим овощи. Морковь нарезаем вот такими слайсами. Цветную капусту разрезаем вот такие небольшие кусочки. Тыкву нарезаем кубиком. Перец болгарский нарезаем длинными полосками. У меня мороженый перец. Шампиньончики нарезаем напополам. Добавляем сюда помидорчики черри и спаржевую фасоль. Лук нарезаем тонкими кольцами. Лук у нас пойдет на подушку под ребрышки. Итак, овощи мы нарезали, подготовили их. Но так как посуда маловато, мы ее перекладем в другую мисочку. Овощи можете класть любые, какие вам нравятся, какие у вас есть дома. Солим по вкусу, перчим, добавляем чуть-чуть сахару. Сахар и соль работают как глютамат натрия, они усиливают вкус продукции. И перемешиваем. Вот такая красивая смесь получилась. Овощная. Красивая и, надеюсь, будет очень вкусная. Итак, овощи мы подготовили, посолили, поперчили. Перед тем, как отправлять в духовку, мы еще их прольем немножко маслицем растительным. Все граммовочки будут указаны под видео и в начале видео. Так что смотрите, все там будет расписано. Ждем, когда замаринуется мясо. Пока мясо и овощи маринуются, приготовим глазурь для ребрышек. Берем 4 ложки томатного соуса столовых. Четыре ложки соевого соуса. Вместо меда я беру 1 чайную ложку гранатового соуса наршарап. Если у вас его нет, можно добавить мед, даже можно добавить сахар. 2 чайных ложки горчицы добавляем. И 1 ложечку соуса терияки чайную. Если его нету, ничего страшного, можно не добавлять. Глазурь и так получится очень хорошая, вкусная. Все это хорошо перемешиваем и отправляем на плиту.
Включаем плиту и, помешивая на медленном огне, доводим соус до кипения. Соус постоянно помешиваем, чтобы он не пригорел. Вот соус начинает закипать. На медленном огне кипятим его 5 минут и снимаем с плиты. Итак, соус прокипел 5 минут, снимаем его с плиты и отставляем в сторону до полного остывания. Итак, прошло 3 часа. Я достал ребра из холодильника, подготавливаем противень, смазываем его маслом, выкладываем лук и на лук выкладываем ребра. Маринад снимать не надо с ребер, пусть он остается. Вот так укладываем, накрываем все это фольгой и отправляем в духовку на 2 часа при температуре 160 градусов. Через 2 часа вытащим, посмотрим. Итак, прошло 2 часа. Вынял я ребрышки. Сейчас сниму фольгу. Осторожно, горячий пар. Вот такие ребрышки. Снимаю с них приправку. Теперь я беру глазурь и смазываю ребрышки. Глазури у нас хватает. Будем смазывать несколько раз. Так, вот я смазал глазурью. И теперь буду добавлять овощи. Вот так вот по кругу. Теперь я отправляю ребра с овощами в духовку при 180 градусах на 30 минут. Потом вытащим, еще раз промажем глазурью, повысим температуру и поставим снова. Вот овощи с ребрами пропеклись 30 минут при температуре 180 градусов. Еще раз смазываем ребра глазурью. Да, я еще забыл сказать, что перед тем, как овощи заложить к ребрам, я их сбрызнул маслом растительным. Вот я смазал овощи глазурью, отправляю их в духовку еще на 10 минут при температуре 200 градусов. Вот прошло еще 10 минут. Ребра и овощи приготовились. Сейчас они остынут, мясо отдохнет минут 10 и будем сервировать. Вот такое блюдо у нас получилось. Красивые, я надеюсь, очень вкусные. Сейчас попробуем. Мясо фантастика. Грибочки супер. Тыква. Отличная. Капуста великолепная. Спаржевая фасолька. Овощи получились не расквашенные, такие аль денте. Приятно хрустят на зубах. Очень вкусно. Перчик. Очень вкусное блюдо. Советую вам обязательно приготовить. Мясо мягкое, нежное, вкусное. Соус отличный. Морковочка, хоть я ее не люблю, но мне нравится. Очень вкусно, замечательное блюдо. Обязательно приготовьте. Спасибо за просмотр. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик,
чтобы не пропустить следующее видео. Приятного аппетита! Пока!